Всем привет, меня зовут Аня, это канал Рукоделие, и сегодня будет видеообзор вязаных мной изделий почти за год. Давайте начнем с не самого сложного изделия. Это вот такой джемпер розмарин по описанию Татьяны Хупавка. Я надеюсь, я правильно произнесла фамилию сейчас. Мне кажется, эта модель довольно популярна среди русскоязычной аудитории в настоящее время. Джемпер очень легкий, тонкий, насыщенный узорами, выглядит замечательно. Вяжется не так, чтобы сложно на самом деле. Здесь довольно длинная регланная линия, широкие рукава и сам джемпер довольно внушительных размеров. По описанию я вязала второй размер, и я его не стала делать очень длинным, просто потому что на моей фигуре он бы выглядел довольно громоздко. Горловина довольно широкая, и по описанию можно было выбрать несколько вариантов ширины горловины, так же как и ширину самого джемпера. В таком варианте мне широко, то есть в моноверсии я почти его не ношу, я использую либо футболки, либо топы, лонгсливы с подгорлышка, либо рубашки надеваю под этот джемпер. Тогда выглядит очень даже хорошо, даже такие объемные рубашки, как у меня сейчас, например, благо ширина самого изделия позволяет это делать. Я вязала по описанию почти не отходя от него, кроме вязания рукавов. Здесь я решила немного продолжить узор на рукава, но все-таки оставив небольшой участок лицевой глади, вдоль которой и делались убавки к резинке. Мне кажется, так выглядит более гармонично, но узор слева и справа получился несимметричным. Я думаю, те, кто вязал это изделие, понимают, о чем сейчас идет речь. По расходу у меня получилось всего 330 граммов. И вязала я из пряжи GG Filati Silver Plus. Здесь 70% мериноса, 20% шелка и 10% кашемира. И всего в 100 граммах 500 метров. То есть нить очень-очень тонкая. Несмотря на это, использовала я спицы номер 3,75. И вязала я его около 3 недель. Это для меня довольно быстро. Но в тот момент у меня была возможность выделить достаточно времени для вязания. Я решила приступить именно к этому процессу, и все свободное время я посвящала ему. Мне нравится то, что получилось, я его довольно часто ношу. В эксплуатации он уже около 2 месяцев. Мне нравится, как ведет себя пряжа. Есть какие-то единичные катышки, но это вполне допустимо для натуральных составов пряжи. Я бы хотела повторить этот джемпер, но в другой пряже и уменьшив ширину горловины точно. Мне очень понравились здесь узоры, а больше всего мне нравится его легкость. Большой мужской жаккардовый джемпер из 100% мериносовой кардной шерсти. Узор и идея мои собственные. И основная пряжа это пастораль или пастерель от Вага Вул. Это пряжа цвета куркума в основном полотне и в резинках. Также дозирована пряжа бриз, цвета бриз и мел. И пряжа Soft Donegal Tweed горчичного цвета из моего ранее связанного, носимого и уже распущенного джемпера. Также вот эта пряжа тоже была ранее джемпером, но мало носимым. То есть я за вторичное использование пряжи, если она то позволяет делать.
Вязала я снизу вверх до пройм по кругу, и рукава, и основное полотно. Далее вязала жаккард поворотным вязанием. Рукава здесь вточные. Работа довольно большая и объемная, трудоемкая. И как я на это вообще решилась? Дело в том, что за 15 лет совместной жизни с супругом я не связала ему ни одного плечевого изделия, и хотелось бы, чтобы оно было таким значимым, чтобы он носил его не один сезон, а такая вещь все-таки не на каждый день. Она довольно теплая за счет того, что здесь двойное полотно из жаккарда практически полностью, и пряжа имеет ощутимую колкость, то есть его можно использовать в холода. Но дело в том, что такие виды пряжи со временем имеют склонность к усадке не только после первой стирки, но и в процессе хранения. То есть я здесь закладывала несколько сантиметров и в длину, и в ширину джемпера для того, чтобы его хватило на несколько лет. Но, видимо, из-за того, что пряжа уже была использована ранее, она как могла уже ужалась, и не произошло того эффекта, которого я от нее ожидала. И он не сел нисколечко после первой стирки и в процессе хранения, а связала его где-то в начале этого года, то есть почти за год. Но произошли небольшие изменения, все-таки он поджался, но все равно он остался очень длинным и довольно широким в плечах. То есть все то, что я заложила сверх нужного, оказалось лишним. И чтобы супруг мог все-таки его носить, мне нужно распустить верхнюю часть до пройм, и рукава тоже, и чуть пониже начать вывязывать проймы. Высота пройм тоже здесь достаточно высокая, то есть уменьшить высоту пройм, уменьшить длину плечевого шва и горловину. В общем, чтобы привести этот джемпер в подобающий вид, мне нужно переделать половину джемпера. Пока на это я никак не могу собраться с мыслями и силами, но все-таки нужно это сделать. Как-то исправлять это снизу, отрезать и пришивать резинку мне бы не хотелось делать, и я не знаю, как это сделать, не нарушив узор, но верхнюю часть, повторюсь, что тоже нужно исправить. Поэтому пока что этот джемпер лежит и ждет своего часа. Джемпер детский интарсии. Здесь как будто пятна краски, разлитые по полотну. И я использовала почти ту же самую пряжу, что и в этом джемпере. Единственное, что цвет мел я заменила на серый цвет пряжи другого производителя. Пряжа называется Кэшьяк. Вязала я снизу вверх отдельными деталями, просто потому что вязать интарсию так проще. И далее, сшив плечевые швы, я набирала рукава уже по пройме и далее вязала по кругу одним цветом, а резинки сделала серым. Перед и спинка почти одинаковые, но немного отличаются. Начала я вязать в зеркальном отображении, но потом я решила, почему обе детали должны быть одинаковыми, и верхняя часть здесь немного отличается. Резинки 2 на 2, и поскольку пряжа совсем не держит резинки, то набирала я самым обычным способом длинный хвост, а рукава закрывала с его имитацией, поскольку рукава, как я уже сказала, вязала сверху вниз. Горловина здесь двойная, обычно я набираю с лицевой стороны, провязываю резинку и пришиваю уже с изнаночной стороны. Пока что сыну этот джемпер великоват, и это ничего страшного. Я знаю, что у него есть шанс дорасти до него. Единственное, что смущает,
Сын жалуется на колкость при надевании и просит скорее его с себя снять, но надеюсь, что в будущем, в какие-то холодные дни, он все-таки нам пригодится, потому что внешне он мне очень нравится. Он легкий такой, воздушный, тоненький, но колкий. Джемпер Мелисса по описанию Даши Боруздиной. У нее канал Малеева Ниц на ютубе. И все ссылки, как всегда, будут внизу под видео. Также информация по пряже, используемым спицам, расходу и так далее. Я всегда все довольно подробно прописываю. Сам джемпер я вязала в точности по описанию, что бывает крайне редко. Обычно хочется внести какие-то свои коррективы. И даже пряжу я использовала ту, которую рекомендует Даша. Это 70% супер джелонг меринос, 30% кашемира от фабрики Милифили. И здесь 750 метров в 100 граммах. Я вязала в 2 нити на спицах, по-моему, 4,5. Рекомендуется в описании. И при вязании образца я попала в плотность, а все-таки при вязании большого изделия, мне кажется, я слишком затягивала нити, и джемпер получился не таким объемным, как я его представляла. И сама пряжа, она не эластичная, она плохо держит резинки, а мне бы хотелось, чтобы вот этот хотя бы центральный узор был немножко более собранным. Но все-таки ожидать этого от такой пряжи не приходится. Я бы ее использовала лучше для лицевой глади, для теневых узоров или для таких узоров, которые, как в данном случае, не требуют какой-то эластичности и пружинистости. Сам джемпер, его дизайн мне очень нравится. Я давно хотела себе подобную модель с узорами в базовом цвете. И когда я встретила описание Даши, я, конечно, его приобрела. Во-первых, вязание по описаниям существенно экономит время, которое мы могли тратить на расчеты и перевязы. А во-вторых, мне хочется все-таки поддерживать мастеров вязания, особенно русскоязычных. Поэтому вот такой вот джемпер у меня получился. В целом я им довольна. По длине он получился немножко больше, чем обычно я себе вяжу. И его длина прикрывает ягодицы. Я надеюсь, что это будет комфортно. Пока еще его ни разу не носила. Хотела сначала продемонстрировать вам. Детский джемпер в таком красивом осеннем сочетании. Это по составу хлопок с мериносом, пряжа меринокот от Lana Kata. И давайте вот я так приближу и подпишу номера цветов на экране. Каждого цвета у меня ушло примерно по 2 мотка, только зеленого чуть меньше, около 1,5 мотков. Ширину полос я определяла по спинке. То есть для того, чтобы было 3 одинаковых цветовых блока. По конструкции это японское плечо, то есть вяжется сверху вниз, начиная вот с этих швов. Далее набираются петли на плечи, набираются рукава, и когда уже сформирована горловина, здесь все вяжется по кругу. И перед, и спинка, и рукава. Я думаю, что сейчас описаний на такую конструкцию или видео даже в свободном доступе довольно много.
У Petit Knit, например, есть описание на похожий джемпер, только там не такие цветовые блоки, а джемпер в полоску. У меня нет этого описания, но у нее на сайте есть отдельные видеофрагменты, в которых показаны какие-то техники и приемы, которые могут пригодиться при вязании такого джемпера. Но если нужны конкретные расчеты, то, конечно, за этим нужно и приобретать описание. Пряжа очень приятная, вязать из нее легко. Я использовала спицы 3,75. Пряжа хорошо ложится в лицевую гладь, в резинки, и думаю, что косы Араны тоже она будет прекрасно держать. Не колется совсем, и можно стирать в машинке, что является, конечно, неоспоримым плюсом, потому что все предыдущие изделия, которые я показывала, я стираю исключительно вручную. Еще один джемпер, связанный по той же логике, что и предыдущий, вот этот детский. Та же пряжа использована Merino Code от Lana Gata, только здесь основной цвет айвори у меня был на бобине, а не в мотках, а цвет клен, соответственно, в мотках. Он же использовался и по низу этого джемпера. Изначально я вязала себе его, но отвязав большую часть, я поняла, что настолько тяжелое изделие я носить не буду, мне некомфортно, и решила примерить его на супруга. И ему оказалось хорошо в плечах, на мне он смотрелся как оверсайз, и тогда я решила отрезать резинки по рукавам и внизу изделия, и довязать несколько полос и пришить резинки обратно. Вот эти полосы на джемпере выглядят дугой из-за того, что плечики довольно покатые, а у супруга все-таки плечи пошире, и поэтому полосы выглядят более горизонтально. Таким образом, у супруга получился совершенно случайно хороший такой базовый джемпер, который шерстяной, но не колючий, можно стирать в машинке, и да, он довольно тяжелый, он весит больше 550 грамм, но тем не менее практически все джемпера у супруга имеют такой ощутимый вес, поэтому это для него не так критично. Пожалуй, на плечевых изделиях мы закончим, и я покажу несколько пар носков. Вот такие мужские носки из двух пряж от Alize. Однотонная темно-серая – это Alize Comfort Socks, цвет 182, а секционная – это Artisan, цвет 9014. Мне вообще нравится сочетание этих двух пряж, особенно в хеликсе, как в данном случае. Женские носки, здесь та же самая история. Однотонная пряжа – это Alize Comfort Socks, цвет 21, и секционная пряжа Artisan, цвет 9001. Носки связаны хеликсом. Еще одна пара женских носков связана по описанию теплый хеликс. Я участвовала и в тестировании описания, и в совместнике. Здесь основной цвет та же самая пряжа Alize Comfort Socks, 21 цвет. И дополнительный это пряжа Eleganza от Lana Grossa. Эта пряжа давным-давно снята с производства, но она у меня была в остатках. И здесь небольшой градиент от зеленого к голубому и снова к зеленому, а также небольшой люрекс по всему полотну. Детские носки, которые я вязала в рамках использования остатков, и серый — это все тот же
цвет от Alize, то есть на эти 3 пары у меня ушел ровно 1 моток этой пряжи. И цветные полоски — это пряжа Regia, синие и зеленые цвета. Вязала носки я от мыска вверх, дабы извязать все остатки, но цветная пряжа у меня еще осталась. Сами полоски по 3 ряда, а между ними основной цвет 4 ряда. Еще одни носки детские, которые я вязала из остатков. Это теплый хеликс описание. Вяжутся они очень просто, гораздо проще, чем выглядят. Описание доступное, подробное, объемное, и я думаю, что может справиться любой. Обе пряжи, и зеленая, и бежевая, у меня от Regia. И это все, что я хотела показать сегодня, но это далеко не все, что я связала за год. Были еще какие-то летние изделия, которые убраны на сезонное хранение. Были еще какие-то небольшие аксессуары, которые мои дети носят на регулярной основе, поэтому сейчас к ним доступа нет. Но, тем не менее, потихоньку я вяжу для себя и своих близких, но вдохновения на съемку видео, к сожалению, не было, и поэтому в этом году выходит только одно видео. В ближайшее время нам предстоит еще один большой переезд в новую для нас страну. Я напомню, что больше года мы живем в Сербии, до этого мы жили больше 1,5 лет в Турции, до этого в России, и сейчас нас ждет новая страна. Можете поугадывать в комментариях, какая именно, и я надеюсь, что ко мне вернется энтузиазм на съемку видео. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, поставьте пальчик вверх, напишите комментарий, мне будет очень приятно, а мы с вами увидимся в других видео. Вяжите с удовольствием. Пока!